Тим Панкейк. На дворе 2023 год. Люди создали летающие автомобили, в медицине колоссальные успехи, а в Африке до сих пор существуют первобытные дикие племена. У многих из них ужасные обряды. Сегодня вы узнаете, какое племя считает себя небожителями, почему женщины отрубают пальцы мужчин и делают из них бусы, а также о том, в каком племени делают обрезание без обезболивающего. Внимание на экраны и приятного просмотра! Из миллиарда человек, населяющих африканский континент, около 5 миллионов являются представителями древних диких племен. Они весьма настороженно настроены по отношению к современному обществу и не желают пускать цивилизацию в свою жизнь. Всего на континенте насчитывается около 3000 племен с разными устоями, ритуалами и обликами. Дикари не владеют письмом и грамотой. Медицина практически отсутствует, из-за чего обычный порез или простуда часто приводят к смерти. Вирусы, принесенные из внешнего мира, вовсе убивают их, поэтому некоторые государства запрещают приближаться к жителям племени, чтобы не заразить их переносимыми болезнями. Общим для всех племен стал полный отказ от комфорта современного мира, а также поклонение прародителям и божествам. Жители племен добывают еду при помощи натурального хозяйства, а именно охотой, рыболовством, собирательством и скотоводством. Многие племена относятся крайне агрессивно к другим людям, не принадлежащим к их племени. В связи с этим быт некоторых народностей может быть не до конца изучен. Однако в настоящее время появляется все больше и больше информации о различных племенах. Происходит это благодаря внедрению ученых в группу дикарей, что иногда заканчивается плачевно. Но для чего же люди рискуют жизнью и стараются наладить контакт с дикарями? Все дело в любопытстве и полезной информации для науки. В каждом таком племени существуют свои обычаи и особенности, которые передаются из поколения в поколение. Люди из подобных общностей ведут первобытный образ жизни, что также помогает многим ученым и историкам в их работе. Так что подобные исследования нужны современному обществу. И сегодня вы узнаете о некоторых очень интересных племенах из Африки, некоторые из которых крайне агрессивны. Племя Нуба насчитывает около 10 тысяч человек, живущих на территории Судана. Люди холмов, так называют этот народ, отличаются от других народов Африки своей светлой и чистой душой. Первые путешественники, посещавшие племя в прошлом столетии, рассказывали о неподдельной наивности горных нубийцев, словно те были большими детьми. Аборигены много смеялись, веселились и излучали жизнерадостность. Горные нубийцы жили в согласии с природой и друг с другом. Они не знали, что такое зависть, и всегда помогали соплеменникам. В племени все были равны. Никто не считал себя лучше или выше другого по статусу. У людей холмов есть интересная брачная традиция. В какой-то степени в племени царит матриархат. Именно стройные и красивые женщины выбирают себе мужей, а не наоборот. Происходит это во время интересного ритуала. Во время исполнения особого танца каждая из девушек может положить ногу на плечо избранному парню. Он при этом не видит ее лица, его мнение не берется в счет. Однако танец – это только начало. После него юноша приступал к строительству жилища для их будущей семьи. На возведение дома уходило несколько месяцев, а порой и целый год. Пока шли строительные работы, молодой человек и девушка должны были жить отдельно. Нередко за это длительное время пара успевала обзавестись ребенком. Однако даже такое обстоятельство еще не делало их семьей. Однако беззаботная жизнь нубийцев закончилась. Все изменилось после того, как их племя стали посещать туристы. От них они узнали о деньгах. Внутри племени начали возникать споры и появились первые разводы. Многие молодые люди стали уходить в город на заработки, принося тем самым в племя новые болезни. Жители племени, ранее не испытывающие зависть друг перед другом, стали ссориться на этой почве. Масаи стали главными притеснителями племени Датога, о котором вы узнаете чуть позже. Они открыто презирают датогов за их доброту и считают их ниже себя. Масаи искренне верят, что им принадлежат все богатства этого мира, потому что так захотел сам верховный бог Энгаи. Поэтому отобрать чужой скот – долг каждого масаи.
Даже правительство не в силах помочь беззащитным датогам. Из-за стереотипного имиджа, циркулирующего в бесчисленных глянцевых журналах, фильмах и фотоснимках по всему миру, масаи стали легко узнаваемыми для всех. Репортажи сделали масаи иконами африканского традиционализма и невольными символами сопротивления ценностям современной культуры. При виде мужественного воина масаи, одетого в яркие красные покрывала и украшения из бисера, складывается романтический образ благородного дикаря наших дней, который так бесценен привлекательностью для туристов. Уклад жизни масаи регламентирован возрастными группами. Самые маленькие мальчики, как только начинают ходить, пасут ягнят и телят. В племенах Африки есть и свои ритуалы. Существует обряд, по которому мальчика превращают в женщину путем переодевания. Также распространено избиение детей, которое используется для повышения их храбрости и выносливости. Девочки с самого раннего возраста занимаются работой по дому с матерями, а также приготовлением еды. Примерно каждые 15 лет происходит инициация нового поколения воинов. По данному ритуалу юноши от 12 до 25 лет проходят болезненную процедуру обрезания, которую проводят без обезболивания. После операции в течение 4-8 месяцев, во время которого идет заживление ран, мальчики носят черную одежду и проживают в особом поселении, которое оборудуют их матери. Защищать поселение должны сами жильцы. В общем, племя ведет разнообразный образ жизни. Занимается скотоводством, собирательством и охотой. А также масаи не пренебрегают современными благами. В труднодоступном районе, на плато, окруженном горами со всех сторон, на стыке границ Кении, Эфиопии и Судана, живет немногочисленное племя Сурма. О нем мы рассказывали в одном из предыдущих роликов, в котором затронули тему обрядов. Однако помимо обрядов, интересна и их мифология. По большому счету, о них известно очень мало. Попасть туда очень трудно в силу географического положения, а сами они вовсе не стремятся к какому-либо общению с цивилизацией. Более того, все сталкивающиеся с ними говорят об их высокомерии, презрительном отношении к любым пришельцам и явном нежелании общаться, даже за деньги. Эту черту отмечали как и профессиональные исследователи, так и немногочисленные особо упорные туристы. Они действительно считают себя лучше всех остальных, аргументируя это тем, что у них нет хозяев, и они живут так, как хотят. Они полностью отвергают все достижения цивилизации, кроме одного – автоматов. Они помогают им отбивать набеги соседей, о жестокости и ужасах которых вы уже слышали. Ведь это племя Мурси. Интересны также мифы о происхождении племени Сурма, которые рассказали сами жители исследователям из Исландии. Стоит отметить, что аборигены очень неохотно и отрывисто рассказывали о своем происхождении посторонним. Чтобы получить хоть какую-то внятную историю, исследователям потребовалось более полугода, и, как они сами говорят, первые 4 месяца они были изгоями. Из мифов народа Сурма они прибыли с неба, на котором проживали с богом Тугой. Однажды божество открыло проход в облаках и дало веревки жителям, по которым они и спустились. Правда, затем одна женщина их порвала, и небеса закрылись. Ученые выяснили, что, оказывается, Сурму не считают себя землянами и утверждают, что прибыли с неба, и что некогда объект, на котором они прибыли, потерпел аварию, и они потеряли связь с родиной. В принципе, их миф о происхождении подтверждает это. Племя Хамар или Хамер – дружелюбное и самобытное племя, которое проживает в плодородной долине реки Ома. Его отличительной чертой является любовь к красивой одежде и украшениям. Больше всего шокирует брачный ритуал, в ходе которого мужчины истязают девушек и женщин. По достижении 12 лет девушки выходят замуж. На свадьбе они надевают специальные ошейники, которые невозможно снять. В них через специальное отверстие вставляется твердый прут, используемый мужем для регулярной кровавой порки по вечерам. Этот ритуал приносит удовольствие обоим. Юноши наносят удары по женским спинам длинными прутьями, а сами объекты избиения
стараются спровоцировать агрессию и получить максимум ударов. По количеству шрамов и рубцов можно определить статус и привлекательность девушек в глазах соплеменников. Численность народности достигает 40 тысяч человек. Основу жизни составляет скотоводство, в хижинах обустраивается специальное хранилище. И еще одна особенность племени заключается в беге по спинам живых быков. Юноша получает право вступить в брак только после преодоления животного. Женщины и дети обитают в жилищах, имеющих остроконечную крышу. В них присутствует спальное место – очаг. Мужчины проводят ночь в специальных ямах, присыпая тело землей, что мешает нормально дышать. В их обязанности входят охота и охрана территории с хижинами. Связь с женами поддерживается только для размножения. Мужчины вправе заводить 4 жен. Количество колец на шее указывает на очередность. Женщины между собой могут вступать в связь. В общем-то, дикари в развитии немного отстали от других племен, ведь чувств друг к другу они совсем не проявляют. А дальше ты узнаешь об одном из самых многочисленных племен в мире, традиции и ритуалы которых не такие ужасные. Наверняка почти все слышали о бушменах. Это собирательное название, которое применяется к нескольким коренным южноафриканским народам. Они охотятся, занимаются собирательством, но не разводят скот. Они считают, что на земле все общее, поэтому часто во время охоты отбирают животных у соседей. По этой причине бушменов постепенно вытеснили в пустыню и лес. Женщины отличаются выпуклыми животами и широкими бедрами. Уже после первых родов их внешность сильно меняется. Главным в племени считается старейшина, но привилегии и богатства за ним не закреплены. Традиционным блюдом является бушменский рис. Это настоящие личинки муравьев. Бушмены – отличные травники. Они готовят отвары и лекарства, защищающие от животных и исцеляющие. Танцуя под африканские специальные ритмы, они входят в транс. В таком состоянии бушмены оставляют невероятные рисунки на пещерных стенах. Бушмены живут группами, состоящими из нескольких семей. Вождей у них нет, но у каждой группы есть знахарь, которому приписывается умение общаться с духами, вызывать дождь, лечить болезни. Основу общины составляют объединения пар. Часто брак моногамный, но полигамия имеет место. А еще раньше была распространена отработка за невесту. Особенно интересны бушменские сказки, которые отличаются по своей форме и по содержанию. Они скорее похожи на басни и мифы, в которых действующими лицами выступают животные, главным из которых стал кузнечик. Этому насекомому приписывают создание солнца, луны и многих животных. Небесные светила бушмены также наделяют именами животных. Например, пояс Ориона они называют самками черепахи. В мире существует огромное количество практически оторванных от цивилизации племен. Большинство из них беспощадные и жестокие аборигены, встреча с которыми может стоить жизни. Однако и из этого правила есть исключение. Племя Датога. Датоги – ярые пацифисты, для которых убийство – самый тяжкий грех. Человек, приступивший этот запрет, должен быть изгнан из племени. Дружелюбием датогов пользуются их соседи, о которых вы услышите дальше, а именно племя Масаи. На протяжении веков агрессивные и воинственные масаи разоряли датогские поселения, брали пленных и уводили скот. Верные своим принципам датоги никогда ни с кем не воевали. И в 18 веке племя решило покинуть свои места и уйти на север, подальше от масаев. Правда, и там их встретило другое недружелюбное племя, и им пришлось отправиться еще дальше на север. Датоги не используют боевую раскраску, характерную для всех африканских племен. Оружием датогов служит копье и лук, которые они используют исключительно для охоты. Все другие племена Африки уже давно взяли на вооружение автоматы Калашникова. Датоги категорически отвергают благо цивилизации, за исключением разве что горячительных напитков. В праздники они часто напиваются и устраивают массовые драки, но без оружия. Однако нельзя сказать,
что датоги полностью отвергают любые контакты с внешним миром. Они охотно принимают туристов, продают им различные сувениры и делают на этом неплохие деньги. Датоги исключительно гостеприимны. Гостей здесь любят и уважают. Глава семейства обязательно предложит вам ночлег и в придачу свою жену. Жители племени – люди очень консервативны. В отличие от своих соседей, они сохранили свои традиции в первозданном виде. В частности, как и в былые времена, они верят в духов и практикуют многоженство. Мужчина может иметь неограниченное количество жен. Соответственно, детей в семье тоже много, от 10 до 40. Племя Мурси, в отличие от Нуба, вооруженное и агрессивное. Дикари злоупотребляют алкоголем, порой не управляют своими действиями. Они могут в драке избивать друг друга до критического состояния. Всего Мурси насчитывает около 6000 человек, проживающих на территории Эфиопии. Представители племени склонны к языческим ритуалам, смерть у них в почете. Женщины занимаются врачеванием, шаманством, предсказывают события по звездам. Их внешний вид непригляден, они постоянно сутулятся, живот с грудью свисают и обязательно наличие отвисшей проколотой губы. В такое отверстие еще в детском возрасте каждой девочке вставляется палка, диаметр которой постепенно увеличивается. В день свадьбы в губу помещается тарелка, достигающая окружности до 12 дюймов. Представители племени Мурси причисляют себя к духам тьмы, посланным на землю богом смерти Ямдой. Этим они оправдывают жуткие обряды и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Умерших женщин, заслуживших особое уважение и почет при жизни, племя Мурси вешает на деревьях, а руки им предварительно отрубаются. Другие покойники служат пищей или сырьем для украшений, а также магических снадобий. На головах у женщин отсутствуют волосы. Они создают себе уборы из падали, хвостов, веток, сухих ягод. Кровожадность подтверждается тем, что замужние дамы Мурси готовят для себя бусы из настоящих пальцев фаланг, которые отрубаются у провинившихся мужей. Эти части тела смазываются человеческим жиром, из-за чего от них исходит тошнотворный запах. Удивительно то, насколько ужасны бывают ритуалы у подобных племен. Но не все общины такие агрессивные и ужасные. В мире, как и в Африке, существует еще много удивительных племен, которые ведут первобытную жизнь. Почти все племена отличаются своими ритуалами и устоями. Стоит отметить, что многие племена не идут на контакт и ведут себя очень агрессивно по отношению к чужеземцам. Так что на будущее, если вы вдруг решите отправиться путешествовать по Африке, нужно быть очень аккуратным. Всем спасибо за просмотр и пока!